Ацтеки – цивилизация ужаса и жестокости. Несмотря на то, что в большинстве уголков мира религии рано или поздно приходят к гуманизму, в Мезоамерике эти процессы либо не начались вообще, либо были застигнуты в самой ранней фазе. Ацтекская культура была пронизана жертвоприношениями и существовала, по их мнению, исключительно из-за их обильности каждый день. Ацтеки были крупнейшей и сильнейшей империей аборигенов Америки всех времен. Почти 2 миллиона населения, огромная территория и невероятная, даже по местным меркам, жестокость к побежденным. Ацтеки считали себя пришельцами с севера, а называли сами себя Мешика, люди из середины Луны. Вопрос это мало проясняет. Но в любом случае, их богатая культура сформировалась где-то в прериях. На месте современного Мехико высился их крупнейший город Теночтитлан, который мало уступал по размерам античному Риму. Да и современные мексиканцы во многом прямые потомки жителей империи ацтеков. Ацтекские ритуалы и религиозная символика наполняли жизнь цивилизации религиозным смыслом в течение всего года. Каждый месяц проводилась по крайней мере одна крупная религиозная церемония в честь бога или богов. Большинство этих церемоний были связаны с сельскохозяйственным сезоном, посевом кукурузы или сбором фруктов. Практически на всех основных церемониях выбирался человек, который выдавал себя за бога, становясь его воплощением. Его кормили и одевали как царственную особу, чтобы затем принести в жертву. Человеческие жертвы были жизненно важны для ацтеков. Их боги жертвовали свою плоть и кровь ради жизни мира, а люди возвращали им страшный долг. Поэтому делать на теле ритуальные надрезы и выпускать кровь миряне должны были по праздникам, а жрецы едва ли не ежедневно и из наиболее чувствительных мест тела. В обычные дни боги ацтеков удовлетворялись жертвами из птиц и рыб. Ритуал пышно обставлялся на вершинах пирамид, под палящим солнцем при тысячах зрителей. Жрецы ритуальными каменными или стеклянными ножами потрошили своих жертв и заливали кровью площадки на вершинах пирамид под благоговейный вой толпы. Считается, что ацтеки не только вырезали сердца жертв и проливали их кровь на алтарь храма, но и практиковали ритуальный каннибализм. На иллюстрациях XVI века изображены части тела, приготовленные в больших горшках, а археологи обнаружили характерные следы мясников на костях человеческих останков в ацтекских поселениях вокруг Мехико. Для лучшего плодородия в жертву нужно принести молодого, цветущего воина, красивого и здорового, чтобы получить такие же жизненные силы для своего народа. Жрецы скрупулезно описывали внешность и особенности потенциальной жертвы. Он был похож на что-то гладкое, как помидор, вырезанный из дерева. Он был не кудряв, у него был не грубый лоб, у него была не продолговатая голова, у него были не опухшие веки, у него были не увеличенные веки, у него был не широкий нос, у него были не широкие ноздри, у него был не вогнутый нос, у него были не пухлые губы, не грубые губы, не большие губы, он не был заикой, он не говорил на варварском языке, у него были небольшие зубы, умеющие играть на флейте, и отправленные к богам в цветах и с флейтой в руках. Особо ценные жертвы специально целый год содержались при дворе, обучались языку, чтобы говорить с богами ацтеков на благородном наречии, жили и утешались как цари, но в конце года все заканчивалось бойней. Такими жертвами нередко были женщины или дети. Окрашенные в синий цвет, жертвы попроще сгонялись через город связанными, где на вершине пирамиды их ждал последний вздох, перед тем, как жрец каменным ножом разрежет им грудь и вынет еще трепещущее сердце. Праздник бога огня Уюитиотля проходил еще более жутко. Жертв дурманили коноплей, а затем жрецы на руках несли по одной жертве, вместе с которой они плясали танец смерти на вершине пирамиды. Затем жертву бросали в огонь. Не давая человеку полностью сгореть, его вынимали из пламени и вырезали дымящееся сердце, деликатес их божества. Бог охоты принимал жертв, которых медленно расстреливали из лука, не давая быстро им умереть. Андрес де Тапиа, конкистадор, описал две округлые башни по бокам от Темпла Майор,
целиком сделанные из человеческих черепов, и между ними высокую деревянную стойку, на которой были помещены тысячи черепов с просверленными отверстиями по бокам, чтобы черепа могли скользить по деревянным столбам. Сильных воинов врага опаивали наркотиками, привязывали к камням на цепь и поочередно заставляли сражаться с 2-3 ацтеками, задачей которых было выпустить из жертвы как можно больше крови. Однажды жертву помиловали, когда под ее ногами было больше 2 десятков убитых ацтекских богатырей. Богине Маиса требовали в жертву девочек, достигших 13 лет. Бог торговли заставлял ацтеков убивать жертву через обезглавливание, а тело необходимо было съесть всем участникам процесса. Мелкие божества требовали ежедневных жертв, для чего выбирались птицы, насекомые или собаки. Также для большей радости божеств было принято протыкать себе части тела: язык, щеки, гениталии, а кровь жрецы тщательно собирали в сосуды. Весной произошла типичная церемония тлака Шипихолистли, посвященная богу растительности Шипет-Атеку. Этот ритуал плодородия требовал жертвоприношения захваченных воинов. После смерти с них сняли кожу, и жрецы Шипет-Атек носили эти человеческие шкуры в течение 20 дней церемонии, которая также включала гладиаторские сражения и военные церемонии. Каждые 52 года 2 ацтекских календаря совпадали, и проводился новый огненный ритуал. И вся деятельность в империи прекратилась, а костры в домах и храмах были потушены. На холме Уишахтлан священники принесли в жертву человека и вырезали ему сердце. Они разжигали костер прямо в его груди, и от этого огня священники зажгли свои факелы и несли их с холма в города и храмы. Люди покупали новую одежду и заменяли свои повседневные инструменты и утварь. Начнется новый цикл. Около 200 тысяч человек было принесено в жертву в империи ацтеков за примерно 300 лет их истории. По их собственным данным, они нередко убивали по 500 человек за день, а однажды целых 80 тысяч. Жертвоприношения прекратились только с приходом испанцев, которые 10 лет сначала вразумлениями и проповедями, а затем и оружием принуждали ацтеков к пристойным ритуалам. Конкистадоры были глубоко шокированы не только самими ритуалами, но и той пассивностью, которую показывали жертвы для своего спасения. Я помню, что на площади, где стояли некоторые из них, было много груд человеческих черепов, расположенных так аккуратно, что мы могли их сосчитать, и я насчитал их более 100 тысяч. А в другой части площади их было больше груды, состоящие из бесчисленных бедренных костей. Между деревянными столбами было также натянуто большое количество черепов и костей, и эти черепа и кости охраняли 3 священника, которые, как мы понимали, надзирали за ними. Мы видели больше таких вещей в каждом городе, когда мы проникали дальше вглубь страны, потому что тот же обычай соблюдался здесь и на территории Тласкалы. Христианские проповеди и прямое спасение жертв часто не имело для индейцев смысла. Они не понимали, почему должны противиться такому повороту своей судьбы. Теперь я должен рассказать, как в этом городе Тласкала мы нашли деревянные клетки, сделанные из решеток, в которых мужчин и женщин заключали в тюрьму и кормили до тех пор, пока они не набирали веса, чтобы их можно было приносить в жертву и есть. Мы взломали и разрушили эти тюрьмы и освободили находившихся в них индейцев. Но убежать бедняги не посмели, однако они держались рядом с нами и поэтому спасли свои жизни. Отныне всякий раз, когда мы входили в город, первым приказом нашего капитана было сломать клетки и освободить заключенных, поскольку эти тюремные клетки существовали по всей стране. Когда Кортес увидел такую жестокость, он показал вождям Тласкалы, как он был возмущен и отругал их так яростно, что они пообещали больше не убивать и не есть индейцев таким образом. Но мне было интересно, что толку от всех этих обещаний, ведь как только мы повернем голову, они возобновят свои старые жестокости. Альварадо сказал нам, что тела были без рук или ног, и что некоторые индейцы сказали ему, что их унесли для еды. Наши солдаты были потрясены такой жестокостью. Я не буду больше говорить об этих жертвоприношениях,
поскольку мы находили их в каждом городе, в который приезжали. Мрачная цивилизация канула в прошлое. Но интересно, а что стало бы с Европой, если бы ацтеки развивались быстрее и опередили бы прогресс Испании, явившись в Старый Свет первыми? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.